Меня зовут Антон Гросс, я глава компании Trading Consulting SAS и расскажу вам все об инициативе «Дом за 1 евро». В двух словах, это проект восстановления жилищного фонда и населения маленьких итальянских муниципалитетов, коммун. Проект не новый, первый раз он появился больше 10 лет назад на Сицилии. Покупатель обязуется реконструировать недвижимость за свой счет в определенно отведенное для этого время. Мы поговорим об особенностях этой инициативы, какие могут быть расходы, включая обязательную реконструкцию за счет покупателя. География муниципалитетов, которые проводят эту инициативу, очень широка. От Милана до юга Италии и островов. Пьемонт, Тоскана, Лацио, Сицилия, Сардиния. Всего на сегодняшний день 25 муниципалитетов. Но, внимание, работает инициатива не во всех городах, поэтому нужно проверять сайт муниципалитета на предмет публикации конкурса «Дом за 1 евро». Ссылка на статью, где перечислены все итальянские города, где можно купить дом за 1 евро, вы найдете в описании. Что это за города? Почти всегда это места в отдаленных частях Италии без какой-либо инфраструктуры, либо она очень слабо развита. Это означает, что за покупками до ближайшей цивилизации в одну сторону может занять час или два. Вот вы видите реальный пример. И то же самое, чтобы доехать до ближайшей больницы. Вот настоящий пример, тоже больше часа. Поэтому без машины жить там невозможно. Я сам живу в небольшом городе в 40 минутах езды от Турина. Наш офис расположен в городе с 30 тысяч человек населения, 2 часа от Милана и 30 от Турина. Но у нас есть вся необходимая инфраструктура. Состояние недвижимости, как правило, плачевное. Дома требуют полной, гораздо реже частичной реконструкции, ремонта крыши, структурных изменений. Все это с соблюдением антисейсмических и других норм. Получение всех сертификатов и разрешений на строительство. Каждый муниципалитет сам устанавливает правила участия в программе. Для этого нет единого закона, но можно выделить два типа продаж. Первый – это проведение открытого аукциона с базовой ставкой в 1 евро на муниципальную недвижимость. В обоих случаях на сайте муниципалитета публикуется конкурс с описанием правил участия и списком недвижимости, в котором иногда присутствуют и фото домов. Возьмем как пример один из самых популярных городов, где была проведена эта инициатива – Самбука. Когда вы выбрали свой дом, вы составляете специальное предложение по особой форме, которое указано в конкурсе, в закрытом конверте для проведения торгов, где говорите, что готовы потратить целый евро на этот объект недвижимости. Оставляете залог в несколько тысяч евро, который вам не вернут, если вы не реконструируете жилье. Обычно залог составляет от 3 до 6 тысяч евро. На этапе выбора жилья вы можете вызвать техника, который проведет для вас не бесплатную оценку жилья и работ. Если кроме вас были другие желающие на этот объект, то проводят торги, и дом отдается тому, кто предложит больше. У вас будет определенное время, чтобы произвести оплату. Если этого не сделать, вы также теряете залог и жилье. Поэтому вы должны точно знать, сколько максимум вы готовы потратить. Оценить стоимость недвижимости можно, поискав варианты на портале immobiliare.it. Для этого заходим на сайт, вводим интересующий нас муниципалитет и смотрим примерные цены. Вот что можно купить за 60 тысяч евро сегодня в Самбуке. Квартира 70 квадратных метра, это примерно 850 евро за квадратный метр. На этом же портале можно увидеть среднюю цену за квадратный метр, которая основана на предложениях, опубликованных на сайте. Для Самбука и Сичилия диапазон цен за 1 квадратный метр сегодня 800-1200 евро. Как видите, получить дом за 1 евро в Самбуке весьма и весьма выгодно, но опять же все зависит от его состояния. Второй вариант торгов – это когда есть заброшенные дома, у которых есть конкретные хозяева, и владельцы такой недвижимости платят муниципальный налог, готовы были бы избавиться от бремени содержания своей недвижимости. В этом случае муниципалитет выступает посредником между вами и хозяином, своего рода агентом недвижимости. А ваше предложение – это проявление интереса. Вы должны предложить цену, которая устроит хозяина, и он вряд ли согласится подарить свой дом за 1 евро. Для участия также немаловажно наличие вида на жительство, так как его отсутствие может стать препятствием для восстановления недвижимости. Но правила обычно не ограничивают продажу только европейцам. Дает ли право покупка дома за 1 евро на ВНЖ? Нет. Его можно получить только одним из доступных способов, о которых вы можете узнать
в нашем видео и на наших сайтах. Никаких льгот или поблажек наличие жилья в Италии не дает. Сколько же на самом деле стоит дом за 1 евро? Для граждан России, само собой, подразумевается существенные расходы, связанные с осмотром, приехать, договориться с муниципалитетом, нанять переводчика и так далее. Если вы подходите к делу серьезно, то вы наймете эксперта, как правило, это инженер или техник-проектировщик, геометр, который, во-первых, сможет сказать текущую рыночную стоимость жилья в его нынешнем состоянии, во-вторых, какие работы точно нужно провести и сколько будет стоить реконструкция, в-третьих, оценит рыночную стоимость после реконструкции. Стоимость услуг такого специалиста в районе 600 евро. Все расходы по оформлению также ложатся на покупателя. Нотариальное оформление сделки обойдется примерно в 3000 евро и порядка 2000 евро налогами. Тут можно воспользоваться льготой на первое жилье. Но вы должны прописаться в этом доме в течение 18 месяцев, а для этого нужно: первое, чтобы дом был жилой, то есть работы по реконструкции окончены. И второе, ВНЖ. Как вы уже знаете, покупая, вы обязуетесь восстановить жилье. Очень сложно говорить, сколько точно стоит реконструкция, так как в нее могут входить разные вещи, которые существенно изменят цену. В некоторых случаях проще и дешевле снести дом, если это позволяет муниципалитет, и построить заново. Услуги техника, который будет вести работы, получит все разрешения, обойдутся вам от 1500 до 4000 евро. Полная реконструкция дома на 80 квадратных метров обойдется примерно от 60 до 90 тысяч евро. Из них вы отдадите порядка 10 тысяч сантехнику, 10 тысяч примерно электрику. Если нужно восстановить крышу, смело выделяйте еще 30 тысяч. Структурные изменения или перепланировка, это может быть 10, 20 и 30 тысяч даже. Стеклопакеты и двери около 10 тысяч. Итого примерно все вместе с налогами 88 тысяч евро. Плюс цена самого дома, которая при торгах может быть больше 1 евро. Опять же, на всем можно сэкономить при выборе материалов, самостоятельно покупать материалы, двери, окна. Сейчас это распространенная практика. Мне как-то попадались экспертные мнения, что нужно нанимать только местных для реконструкции или проводить тендер между определенными компаниями, или что работы делать самому нельзя. Это бред. Конечно, некоторые работы вы не имеете права делать без специального разрешения, например, электрику или водопровод. Но положить плитку или поставить окна — это сколько угодно. Если дом является историческим достоянием, то нужно соблюдать определенные правила в ходе реконструкции. В двух словах, нужно сохранить исторический вид и оставить историческую составляющую. Например, одну стену, которая когда-то была частью замка. Еще я слышал такую вещь, что дом могут отобрать, если его не восстановить в срок. Каждый конкурс нужно рассматривать отдельно. В правилах четко указано, что будет, если не восстановить жилье. Например, Самбука ди Сичилия дает на реконструкцию 36 месяцев. Если ее не провести, покупатель теряет залог 5000 евро и происходит отзыв административных актов, то есть отмена продажи. Это было все, что вам нужно знать о доме за 1 евро. Благодарю за просмотр.